Наша съемочная группа пообщалась с людьми, которые сохранили раритеты и знают цену символом времени. Что, прямо настоящий? Да, настоящий японский магнитофон. Катя, не представляешь, когда-то в 80-е здесь, на улице Карла Маркса, можно было купить настоящий японский магнитофон по цене чуть-чуть дешевле автомобиля. Показывайте, прямо это место, прямо Вот здесь, оно, напротив это место, британского вот посольства, эти да? двери, вот, куда мы заходили, как в настоящий музей, где можно было купить видеокамеры, магнитофоны. Это когда-то культовое место Минска, бывшую комиссионку, помнят все поклонники импортной техники. В советские годы сюда приходили и студенты, и школьники, и спекулянты, и форцовщики. Одним, как в музей, просто поглазеть, другие – приобрести или продать модный атрибут крутого парня. Ведь портативный японский магнитофон позволял в те годы устроить музыкальную вечеринку не только у себя дома, но и в турпоходе. Достаточно было запастись батарейками и несколькими кассетами с хитами. Аккумуляторов не было. Вообще не было. Не было. И для того, чтобы купить новые батарейки, уходило достаточно много денег. И чтобы сэкономить эти батарейки и перемотать кассету на начало, вот таким образом это делали. Сама техника тоже была далеко не дешевым удовольствием. Особенно в цене были двухкассетные магнитофоны. Около 2000 рублей при зарплате простого советского человека 150. Зато такое приобретение открывало новый мир музыки, так сказать, неофициальной культуры. Двухкассетники позволяли переписывать записи любимых групп. Ведь в советские годы альбомы многих зарубежных исполнителей тоже было достать невозможно. Первая моя была покупка, это вот такой был в 88 году плеер, который до сих пор работает, и мой сын сейчас его слушает. Он стоил 200 рублей. Я 3 месяца работал, чтобы заработать деньги, чтобы в сентябре купить все каникулы свои. Мне нравится. Даже лучше, чем любая техника, которая сейчас производит. Когда в детстве мы были лишены такой техники, были обычные советские бобинные, кассетные магнитофоны отцовские, и все это перепаивалось, переделывалось как-то на более современное звучание, в стереозвучание. И вот в наше время, когда мы эти вещи имеем у себя в коллекции, это можно назвать, что мечты сбываются. А в коллекции каждого из наших героев десятки магнитофонов и плееров. Кто-то даже выделяет отдельную комнату для своего увлечения. Но у меня около 25 магнитофонов, и в основном все шарпы. Начиная от шикарного 939-го, это была мечта, по-моему, каждой семьи. И это, собственно говоря, дополнило вашу коллекцию. Дополнила, да, и очень существенно дополнено, потому что для Беларуси это очень редкий экземпляр. Они приезжали к нам с Афганистана. Сделаны были эти шарпы для рынка Азии. Этот аппарат достаточно известный был в гетто Америки. И часть черной музыки 80-х годов, с помощью этого магнитофона родилась. Все 10 лет я искал вот этот магнитофон, который я увидел в этой комиссионке. Наконец я его нашел в далекой Твери. Начинаю списываться с хозяином. Он говорит: ты не поверишь, я его купил в Беларуси у минчан за $100. Вот, и теперь за эти $100 этот магнитофон можно, оказывается, вернуть на родину. Такой магнитофон был хорошей инвестицией. Можно было обменять его даже на автомобиль. Потому многие покупали аппарат, хранили в серванте за стеклом, и хорошо, если включали пару раз в жизни по особому поводу. Вот эти наклейки и эта картоночка, это было поклеено на заводе в 82 году для того, чтобы он просто стоял на полочке и рекламировал сам себя. Наши граждане, они их не снимали, потому что терялся внешний вид сразу, что это уже не новый аппарат. И сейчас ценятся очень сильно такие аппараты, в которых это сохранилось в первозданном виде, то есть так, как он продавался в магазине. Сегодня эти магнитофоны не просто раритетная техника. Их можно с легкостью подсоединить к современному смартфону и наслаждаться качественным звучанием как вечных хитов, так и модных треков. С ностальгией о прошлом и хорошей музыкой Катерина Алисиевич, Роман Пастернак. Наше утро.